зима, друзья. Посмотрите, какая красота. Посмотрите. Мороз, снег. Очень красиво. Очень сурово, красиво. Ну, мы этому рады. Я давно заметил, знаете, что чем суровее климат, тем люди как-то сплоченнее, дружнее, готовы на выручку друг другу прийти. Еду один. Продукты здесь, которые могут замерзнуть в салоне. Саныч у нас слился в последний момент. Немного устал, пока я прогревал машину. Зашел в сторожку и устал. Я говорю, давай-ка я, наверное, один. Не дай бог, что случись. Это Саныч в таком состоянии не очень хорошем. Надо машиной заниматься и смотреть, чтобы Саныч не замерз, кострить. В общем, рискнул, не знаю, хорошо это или нет, но поехал один. Да, доброго времени суток, друзья, забыл поприветствовать. Ну все, мне надо быстро ехать, пока светлое время суток. Так, тут старый табор. Там есть лист железа, я как-то его там видел. А он нам пригодится при строительстве гаража. Нужно будет трубу печную выводить, и вот через него выведем. Ну а заодно сейчас расскажу, собственно, еду налегке. Нужно протоптать дорогу. Там 2 переезда через реку. Снег выпал, потом морозы. Я вот думаю, что не промерзла. Ну, лед не промерз, река не промерзла. Можно провалиться. Поэтому сейчас налегке проеду, топтану. Но потом уже будет проще. А трактор уже повезем в следующий раз. Вот. Вот оно, железо. Прибито. Сейчас его повырываю как-нибудь. Доехал я до своего отворота, мужики сказали, на участке, который ездят, дорога отличная. Я себе на мысли ловил, что можно было и на Форестере проехать. Пару мест там было таких, где бампер бы оторвал. А тут все, друзья, вот. Тут все. В этом году тут никого не было. И сейчас, как себя речка чувствует, лед точнее, под этим слоем снега, не знаю. Ну а что делать, надо ехать. Вот первый переезд. Проталина была посередине. Провалился. Ну, сейчас должно замерзнуть все. Сейчас тут все напреет. Снег пропитается. Вот это должно, в общем, замерзнуть. И вон там уже проваливаться начал. Еду очень мягко, по целику. На третьей пониженной, вообще на холостых еду. Хорошо идет по снегу. Не колотит, ничего. Как будто на лодке на какой-то плывешь. Вот самая проблема переезда и все. А тут сейчас укатать и можно.
Хоть на легковушке ездить. Провалюсь я тут, наверное. Скорее всего, провалюсь. А, конечно, вон полынья. Хотел камеру пойти туда поставить, на ту сторону снять, как проезжаю. Видать, не судьба. Поеду. Как в бюджетном кино получается. Зацепился без блочка напрямую, перед-то выскочил, жопа только. Попробую. В общем, перерубил трос, она что-то захрустела и, ну, просто как будто там шестеренки навернулись, ну, просто крутит. Мы еще когда молотилку закидывали, она дымила. Я думал, что контакт плохой. Потом подтянул. Такая лебедка. Так, ну что, какие планы? Пришлось перерубать, трос натянутый был. Мне ни взад, ни вперед. Пока я в смятении, куда мне суваться? Взад ехать, сейчас сюда упаду, там не выскочу. Короче, пока не знаю, что делать. Сейчас попробую, взад сдам. Здесь, может, получится как-нибудь повыбивать топором. Короче, кое-как взад выскочил. Еле-еле. Под тем берегом выше колеса глубина. И он подмытый туда. Я лед вот там раздолбил. И все, я прям в берег упираюсь. А там уже колесами накидал. И все, и лед. Хер его знает, как сейчас туда попадать мне на ту сторону. Сейчас колодки, все это замерзнет, хозяйство. Как доехать в душении того самого. Так, ну что сидеть? Беру карабин, пошел я на пасеку, тут километра полтора. Завожу снегоход, Жеку или кого. Я Жеку просил здесь наледь пустить, прийти пешком, взять пешню и пустить наледь. Здесь бы лед бы нормальный был. Но мужикам что-то 2 недели не здоровилось, на связь не выходили. Вот. Кажется, мелочь, а ну как бы сколько уже лет ездим и такая вот фигня. Ладно. А, там будут писать мосты делать. Никакие мосты мы здесь делать не будем. Потому что
весной от них ничего не останется. Приехали на снегоходе. Ну, это для вас там несколько секунд. Кое-как там колея вот эта, валишься. Короче, тяжело ехать. Ничего тут не застыло, конечно же. И сейчас тут что-то делать. Там глубина где-то, ну, больше метра. Надо, чтобы хотя бы чуть-чуть сверху наморозило, чтобы наложить бревна. Сейчас продукты заберем, которые замерзнут. И все. Потом приедем, когда схватится лед. Будем уже тут что-то изобретать. Вот. Ну а пока... Ну да, всего лишь-то надо было прийти и налить. Пустить там мужик. Мы вот вправо поворачиваем, а он влево. Там в возрасте. Я у него спрашивал, что, как там переезды. Он говорит, да, я, говорит, до этого был. Дырку пробил там. Снега накидал, вода натекла, все схватилось. Я уже говорил, наверное. Ну а тут, если брашка спеет, то все дела колом. Все колом. Может, скажете, это мне надо. Ну, продукты везу не себе. Курево, продукты, одежду. Ладно, хорош, короче. Так, ну все. Упаковались. Вещи, которые мерзнут, закутали. Все, камера садится, мы поедем. Завтра будем выкорчевываться тут, переезжать. Доброе всем утро, друзья. Приехали на переправу. Там уже на пасеке не стал снимать. В общем, ничего не замерзло особо. Я вчера глыбы все вон те повытаскивал в воде, там кувыркался. Кстати, башмаки вот эти, ой, не протекают, так бы я ноги обморозил вчера, конечно. Вот, глыбы я все повытаскивал из-под машины. Если бы они тут еще болтались, то надо было колодки сорвать. Если бы сейчас, ну, вчера этого не сделал, она бы с места не сдвинулась. Карданы бы нахер все позагибал. Или, ну, греть пришлось бы лампой долго. Так, ну ладно, надо нам работать. В общем, такая у нас история сейчас тут будет. Что, перекур. Объем работ сегодня. В общем, хотели сначала выкладывать, как переезд у нас был. Но это очень много тут пришлось бы пилить. Тут обратили внимание, что глыбы, которые вчера вот здесь вытаскивал, они здесь спрессовались и смерзлись. Лед толстый. Одним колесом здесь пойду, другим здесь. Здесь ступени выложили вот такими подпорками, что та сторона ветки более-менее толстые туда позаталкивали. И это как упор получается. Лишнее потом отпиливается. Вот здесь замерзает. И получается, она уже никуда не сдвинется. Та сторона, тот конец в дно упирается, а это здесь вморожено. Ну и та сторона тоже так же. Просто так бревна вы не выложите никогда. Вы их туда будете кидать, их будет топить, они будут туда уплывать. Даже можете не пытаться. Может, кому-то пригодится. А иначе на ступень вообще никак не запрыгнуть. Если глубина большая, то никак. Нужно обязательно вот такие направляющие. Все, сейчас засыпаем снегом, обливаем водой. Еще ветками вот здесь закладываем все. Ну, еще можно один слой сверху бревнышек выложить. И замораживаем. Ну и все. И вот той стороной и вот этой поедем. 66-ю завел, прогрел. Котел работает. Колодки не прихватило, ничего. Нормально.
Там у нас костер. Чай не кипятили. Весь день носим, пилим. Пытаемся, короче. Ну, сегодня, наверное, не поедем. Можно проехать было, если бы прям срочность такая. Чуть-чуть намокнуть. Ну, лучше уже завтра приедем. Все замерзнет и спокойно переедем без всяких водных процедур. Ну вот, камера опять одно деление. За пазухой таскал ее. Все заморозили. Решили на ночь оставить, чтобы промерзло. Все залили водой, засыпали снегом. Пусть промерзает. Можно было сейчас проехать. 90, наверное, 90% я бы сейчас проехал. Но лучше пусть замерзает ночь. Ничего страшного нет. Продукты все забрали, замерзли. И камера сейчас выключится. Все, упаковались, развернулись, едем. Ну, завтра переедем 100%. Ну, а сегодня надо, чтобы вот эти вот направляющие, которые в дно воткнуты, надо, чтобы вверх замерз. Не дай бог они уйдут туда вниз. И все это окажется под колесами потом, все эти бревна. Так, ну все, в избе тепло. Окно поменяли, намного теплее. Осталась дверь. Будет вообще Ташкент. Нет такого, что сверху тепло, как в той избе, а снизу лед прям замерзает все, если бутылка с водой на полу. Здесь такая температура равномерная, что вверху, что внизу. Подкидывал я ночью один раз в 5 утра. И все, и до утра опять тепло. Теплая изба, хорошая. Все, надо ужинать идти. А представляете, друзья, мы бы трактор повезли на Урале. А у Лехи, Леха, кстати, тоже хотел ехать. У него там несчастье, пожар дома случился. Ремонт сейчас. А у него на Урале ни лебедки, нифига нету. Вот мы бы там наскакались. Куда вы картофан чистите? Давай, давай. Вчера бы не забрали, все равно замерз бы. Карабин надо почистить, протянуть. Тёма. О, а ты чё на верхнем ярусе? А, так ты не пузатая. Слеплялась с боем. Не пошло тебе, да, это? Не залетело это уже все, старое. Вот от тебя бы щенков. Это были бы щенки. Не дается никому из кобелей. Вроде гуляет все и не дается. Хоть держи ее. Славки. Посылка. Жека, это вот воду тебе куда-нибудь таскать, фляжечка.
рыбацкое можно положить. А, вот что хотел показать еще. Термости на пути ходите. Маленькие, удобные. Грамм 300. Не написано, ну да. Можно замерить. Ну что, хватит пару раз чай Да. попить. 350 миллилитров. Картошка, да, какая-то стала? Не это, не как домашняя совсем. Естественно. Но какая-то сладковатая. Ну, не заморозили мы ее вчера, это точно. Она немного какая-то такая сластит и какая-то ватная, что ли. Ну, домашней у нас нет. Чем богатый, тем Да, 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 совершенно точно. Карабин увидела, да? Хорош. Че ты в лес хочешь? На охоту? Надо машину достать сначала. А потом, может, поохотимся. Отогреть ее. Гараж доделать. Да, Влада? Ну чё ты засуетилась сразу? Лежала же спокойно. Вот папка достал, да? Ладно. Ночь на дворе, куда ты там намылилась? Ладно. Чё такое? Чё такое? А? Что такое? Что такое? Что? А? Куда ты намылилась, если не секрет? Сейчас я малышку в порядок приведу. Доброе вам дальневосточное утро, друзья. Морозное забыл добавить. Сегодня мороз давит прям такой хороший. Если я прошлую ночь один раз в 5 утра подкидывал, то сейчас раза 3, наверное, подкидывал за ночь. Мороз давил хороший. Сказать какой не могу, потому как все градусники в Амшаннике. От сейсмостанции вот этой датчик там стоит, влажность, температуру показывает, и механически для перестраховки. Что-то мужики не написали привезти градусник еще один. На данный момент -3 в Амшаннике. Рано утром было -4. Но это еще нормальная температура. Будет больше пчелосемей, будет теплее. А так Амшанник теплый. Но морозы сильные давят. Ночью, я думаю, градусов 35, даже меньше, наверное, было. Жека тут с утра завтрак готовит. Ну, все, Златка тоже у нас на шконках. Холодно по низу. Макароны у нас сначала обжаренные, а потом отваренные с тушенкой, замерзшие. Что, братцы, все колом, все замерзло.
Ну, колом, в смысле, все хорошо. Все замерзло. Привезли сани. Сейчас снега еще здесь накидаем. Заморозим. И все. Вот этот снег вчерашний, вот он, все как асфальт. Смерзло все. Все хорошо. Переезд нормальный. Можно ехать смело. Запустился котел, сразу не стал запускать, минус 26 показывал температуру охлаждающей жидкости. Решил чуть-чуть подогреть, ну, чтобы легче запуск был. Мост передний отогрел, сейчас задний. Ну, пока все по плану. Чуть-чуть засыпали, не увидел, надо было вот здесь вывернуть, в яму провалился прям под берегом. Ну ничего, сейчас засыпем, зальем, будет асфальт. Тяжело на этой резине будет по буранке ехать. Местами наезжаю, вроде ничего. Ключ провалили. Ну, добрались вроде. Пару раз провалился там по ключам, ну и в пустоледе. Все, сейчас будем делать крышу и гараж. Ну, он вообще под трактор как бы гараж. Но будет у нас сейчас пока под 66-ю. Блин, коротенький капец. Коротенький. Ну, чё, как-нибудь, не знаю, хотя бы мордой туда засунуться, печку протопить. Короче, надо мне задницей заехать сюда и уже с кузова там начинать перекладины эти кидать. А как сюда заехать, как вырулить, вообще не представляю. Без тормозов. Тут вот, но идеально было бы. Все прямо раз выскочил. Или вот он, чтобы вот так повернут был сюда, на ход. Уже поздно. Уже поздно. Ну как-то попал. Да, еще бы метра на 2 и шаха бы поместилась. Ну, делали под трактор. Тут толкнуло и все-таки. Это херня. Так, ну и чё? Залезаем и кидаем перекладины. Что, надо рулетку? И это... меряем на земле, запиливаем. Что, мы запилили? Ну, с одной стороны. Так, ну, вот сколько успели.
Эти наверх позакидывали укосенные. Ну, еще будут по низу раскосенные вот эти. Снаружи здесь их крепил, чтобы чуть-чуть места побольше было внутри. Ну, не пыльная работа. Шуруповерт, правда, сел. Все садится. Мороз, камера, электроинструмент, гвоздь вбить. Вообще не представляется возможным. Вот доска, листвяк. Бесполезно. Бесполезно. Ну, нормальный гаражик будет для тракторочка. Единственное, у нас труба короткая на печке. Как вот ее нарастить, чтобы на всю длину она была. На такую высоту. Пока не знаем. Или жесть эту в рулон скатывать, которую я на крышу, ну, на этот потолочно-проходной узел, так сказать, привез. Короче, что-нибудь придумаем. Я видел, мужик на промысел как-то, ну не видел, а книгу читал. На промысел приехал, его на вертолете выгрузили. Изба, там все, построил он там, а печной трубы нету. Печку закинули, да он думал, что внутри будет ну, трубы, ну, складные жести или жесть. Открыл печку, нету. И давай он там с консерв как-то мудрить. Не знаю, правда, нет. Как с консерв можно сделать трубу? Не представляю. Может, можно как-нибудь, если приспичит.